Итак, доброго времени суток, уважаемые слушатели и зрители канала. Этот канал возник в связи с тем, что появилась необходимость обсудить вопросы, которые встают при исследовании источника, который в научной парадигме современной России называется «сокровенное сказание». Как вы, наверное, догадываетесь, наука идет к пониманию представления о происходящем извилистыми и не всегда понятными для обычного человека путями. На этом пути встречается огромное количество трудностей, которые профессионалы в итоге преодолевают и приходят к обоснованным выводам на данном этапе развития науки. Мы, обращаясь к открытым для изучения материалам, понимаем, какая работа проделана и проделывается научными работниками. Понимая это, осознаем, что было бы трудно проделать уже пройденный огромный объем работы. Поэтому в наших дальнейших умозаключениях имело бы смысл опираться на мнение людей, глубоко изучивших вопрос и сделавших по нему, безусловно, обоснованные выводы. То есть это значит, что, высказывая критику тех или иных рассуждений, мы не ставим под сомнение труд этих людей. И так как вступительную часть можно считать оконченной, первый вопрос, который хотелось бы обсудить, это вопрос о времени создания источника. Наверное, мало кто будет спорить, что на формирование современной парадигмы в отношении сокровенного сказания в российской и советской науке большое, если не определяющее влияние оказали взгляды Бориса Ивановича Панкратова и Сергея Андреевича Козина. Сейчас, да и ранее, большое количество других авторов высказывались по этой теме, но на самом деле они не выходят далеко за рамки парадигмы. Так в чем заключается парадигма и каким образом она поддерживается? Еще в своем труде «Старинное китайское сказание о Чингисхане» архимандрит Палладий указывает на дату создания Юань Чао Биши как 1240 год. В обосновании этого говорится, что в произведении указывается на то, что оно было написано на Курултае, который проходил в год мыши, и при этом отсутствует упоминание о смерти Угидея. Кроме того, в других произведениях не архимандрита Палладия указывается в качестве косвенного факта то, что перевод делался через 150 лет после написания основной части этого произведения. С этими соображениями мы разберемся чуть позже. В свою очередь, Козин называет свое произведение «Сокровенное сказание», монгольская хроника 1240 года. А это уже официальное произведение, которое выпущено в печатной форме и распространено по всей стране. Кроме того, Панкратов не восстает против этой цифры, хотя в 15 дзюанях у него говорится следующее. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что ни в Юаньши, ни в других известных нам исторических трудах нет упоминания о созыве Курултая 1240 года. И вот тут нам, пожалуй, имеет смысл остановиться. В связи с тем, что смешано все в кучу, прямые и косвенные факты, и все пытаются на основании этой смеси придерживаться парадигмы. Вы спросите, а в чем же здесь смесь? Хорошо, давайте порассуждаем.
Дело в том, как вы понимаете, наличие или отсутствие Курултая – это прямой факт, который свидетельствуют все. К тому же этот факт общественной жизни. Таким образом, если не было Курултая, то не было написано произведение. Оговоримся в скобках, в этом году. Но в любом случае оно было написано или оглашено в рамках Курултая. А вот остальные факты – это косвенные факты, зависящие от конкретного человека. То, что это было в год мыши или соседний год, легко можно забыть, запамятовать, соврать про это. Также и со 150 годами про них можно банально соврать, а можно и сказать правду. Про жизнь Угидея можно дописать потом, тем более это всего 2 главы из общего количества в 12 глав. Что получается? В 1240 году произведения написано не было. Тогда остаются 1229 и 1235 годы. И тут нам помогают косвенные факты, а именно 150 лет перевода со дня написания. Вроде подходят оба эти года. Но есть еще косвенный факт. Год мыши, который был в 1228 году. Это, как вы понимаете, близко к дате 1229 года. Таким образом, получается, что год, о котором говорится в произведении, 1229. Ну, а теперь давайте разберемся. Возможно ли написать это произведение за время Курултая? Что из себя представляет произведение? Борис Иванович Панкратов говорит, что это произведение из 600 листов. А теперь представьте книгу 600 листов рукописного текста, написанного кисточкой и краской. Попробуйте это сделать и сообщите в комментариях, за какое время у вас получилось это сделать. Учтите, к тому же, что это не какие-то простые буквы, состоящие максимум из 5-7 элементов, а китайские иероглифы. Кстати, и тут нам помогут косвенные факты. Козин потратил на перевод 15 лет. Панкратов примерно столько же. Академики, которые переводили этот текст в Китае, и у которых, вероятно, были писцы, потратили 7 лет на это дело. Думается, что написание книги более трудоемкий процесс, чем перевод. Поэтому логично предположить, что произведение писалось в течение порядка лет 10 до 1229 года, когда оно было оглашено, и дописывалось уже позже с учетом деяний Угидея, не захватывая его смерть, о которой, безусловно, в этом произведении бы сообщили, так как о смерти Чингисхана там было сообщено. Итак, разрешите считать годом оглашения произведения 1229, а написание примерно за 10 лет до этой даты и какое-то время после, не захватывая смерти Угидея.
Если у вас появятся разумные аргументы, то мы готовы их выслушать и ответить в отдельном ролике. В следующем ролике мы с вами порассуждаем, кто был автором этого произведения. А на сегодня разрешите откланяться. Всего доброго.